ЦИК, ОМОН, отряд Альфа КГБ и минские силовики попали под санкции Госдепа. Теперь представители этих структур не только не смогут попасть в Штаты, но и вывести оттуда свои денежные активы. Таким решением американские власти подчеркнули, что преступникам в демократической стране не место. Более того, власти США и европарламентарии выступили с требованием не проводить чемпионат мира по хоккею в Беларуси. В ответ на санкции Лукашенко не придумал ничего более, кроме как заказать очередной пропагандистский сюжет у Озаренка. В ответ на смехотворные санкции, наглые акты о демократии и блокировки Инстаграма мы ответим разделом Речи Посполитой. Сразу несколько уголовных дел завели на медсестру Бобруйского онкодиспансера за информацию в интернете о ее увольнении за участие в мирной акции протеста. Видимо, предположение женщины о том, что уволили ее именно по политическим мотивам, сильно ударило по самолюбию руководства медучреждения. И те решили избавиться от неугодного работника. А вчера к бывшей медсестре и вовсе пожаловали с обыском. Правда, совсем непонятно, по какому именно уголовному делу проходит подозреваемая. Сначала ей инкриминировали дело о клевете, а вот в протоколе появились совсем другие статьи Уголовного кодекса, касающиеся вымогательства и хищения с использованием служебных полномочий. В общем, был бы человек, а статья найдется. Высококвалифицированные специалисты смогут получить в Украине временный вид на жительство по упрощенной процедуре. Такой закон был принят вчера Кабинетом министров. Это значит, что белорусские предприниматели, работники IT-сферы и члены их семей теперь могут получить разрешение на временное пребывание в стране в течение всего 3 дней с момента подачи заявления в Миграционную службу Украины. Интересно, если все IT-специалисты уедут из страны, кто реализует мечту Лукашенко о создании белорусской версии электромобиля? Я ярый сторонник электромобилей. И это будущее. За коммуналку придется платить больше. С нового года в Беларуси вырастут цены на услуги ЖКУ. Власти планируют проводить очередное повышение в 2 этапа с января и июня месяца. В совокупности жировки потяжелеют на 13,5 рублей. Примечательно, что теперь поднятие цен на коммуналку не привязано к доллару, а рассчитывается из половины базовой величины. При этом ежегодный рост стоимости коммунальных услуг чиновники объясняют требованиями международных финансовых структур. Дескать, только когда население будет оплачивать их полную стоимость, Лукашенко сможет получить новые кредиты. Но вот незадача – выдаются они в американской валюте. Активное применение санкций правительством США серьезно подрывает ценность доллара как средство сбережения. Архиепископу Тадеушу Контрусевичу позволили приехать домой. В августе этого года власти Беларуси не разрешили священнику вернуться из служебной поездки в Польше, так как тот неоднократно осуждал насилие в отношении мирных граждан. Данное решение Лукашенко, кроме как игра на публику, никак иначе назвать нельзя, ведь он намеревается заручиться поддержкой Ватикана. Об этом он заявил сегодня на своем новогоднем выступлении во Дворце Республики. А пока нелегитимный пытается подсобить папе Римскому, в Витебске осудили 2 католических священников за то, что те молились за белорусов. Такое действие сотрудники милиции восприняли как участие в несанкционированном мероприятии. И, к слову, о религии. Министерство образования придумало, как отвлечь белорусских школьников от мысли о протестах и выступило с инициативой ввести в образовательную программу новый предмет – основы православной культуры. Вероятно, в скором времени на уроках детям будут объяснять, что митинги – это от лукавого. К слову, в министерстве также считают, что предмет астрономия школьникам ни к чему. И действительно, зачем детям думать о происхождении Вселенной, когда все можно объяснить божественным вмешательством? А если ученики покажут хорошие результаты на патриотических занятиях, за такое и все грехи отпустить можно. Это Господь и Иисус Христос, Господь, и это Господь и Иисус Христос, Господь, и это... И это все на сегодня. Не забывайте ставить лайк для продвижения этого видео, а также пишите комментарии. На самые интересные из них я обязательно отвечу в скором прямом эфире. Берегите себя и живи Беларусь!